Друзья, приветствую вас! Дневной обзор. Масса вопросов по российскому рынку акций. Давайте рассмотрим, что происходит. Постараюсь ответить на все вопросы и затронем в том числе Америку. Так, ну вот S&P, часовой таймфрейм, устояли, 3850 удержалось, сейчас пошел отбой, соответственно цель движения 3900. Так, друзья, далее нефть. Ну смотрите, вот в Телеграме по нефти постил, сейчас вроде бы наметился коррекционный отскок, цель его 68,5. Критерий того, что этот отскок не происходит, пробитие вот этого диапазона 66,5-66,2. Если его пробиваем, идет движение в соответствии с тем сценарием, который с утра рассказал. Так, ну и вот интересная такая зависимость, ее нашел я на Bloomberg. Вот смотрите, провели анализ, как двигается NASDAQ и Dow Jones, когда один растет, когда другой падает, соответственно, исходя из периода анализа 21 год, получается, что мы накануне грандиозного шухера. Но капитан очевидность, но тем не менее еще одно подтверждение из черного ящика. Но если интересно, вот в Telegram можете посмотреть. Так, друзья, далее наш дорогой доллар, рубль-доллар, точнее USD Tomorrow. Ну смотрите, здесь у нас, поскольку нефть развернулась, то произошло вот это вот движение. Для того, чтобы рубль пошел укрепляться, необходимо, чтобы на текущих условиях было пробитие 73,85, 73,75 вот этого диапазона. Пока этого пробоя нету, будут выкупать и гнать доллар наверх. Если этот диапазон на объеме будет пробит, то вполне возможно мы даже на такой нефти, на текущих ценах можем сходить сначала 73,65, потом ниже. Сейчас пока говорить о том, что пойдет движение на укрепление рубля, я считаю преждевременно. Надо либо чтобы по нефти было хорошее движение наверх, либо мы сейчас вот здесь немножко еще поторгуемся и будем двигаться вот в этом диапазоне, консолидироваться. Так, друзья, далее Сбербанк, беру часовой таймфрейм. Ну смотрите, у нас здесь развилось движение наверх. Цель этого движения уже перебить исторический максимум 296 и уйти в район 340, если это будет реализовано. На текущий момент у нас образовалась новая поддержка, это 283, 283,5. Вот здесь вот этот диапазон. Если пробой вот этого уровня происходит, то у нас идет коррекционный откат. Цель этого коррекционного отката будет находиться вот здесь, в районе 274,5-275. Если пробоя не будет, все вот эти сейчас движения, которые идут, они будут выкупаться и будет идти дальнейший рост. Цель штурм 296. Так, друзья, далее Газпром. Смотрите, вот у нас как только здесь возникнет закрепление, проторговка выше 232, но вот сейчас на текущих значениях, если не происходит в ближайшие дни отката и пробитие 230, то мы удерживаем этот уровень, и после этого у нас развивается движение целью 256. Переходя на часовой таймфрейм, сейчас попытка коррекционного отката. Цель этого отката это движение на уровень 232. При этом, если не происходит пробитие 230, вот этого значения, вот тут 230, 230,5, по аналогии со Сбербанком, все это выкупается и улетает наверх. Если здесь будет пробой, то первая цель движения это вот сюда, вот 226,5. Ну а дальше посмотрим, что и как будет происходить. Пока все складывается достаточно удачно с моей точки зрения. Если рынки раньше времени не заваливаются, то Сбер гонит переписывать исторические хаи, Газпром гонит промежуточные отрабатывать на 256-260. Так, друзья, далее по Лукойлу был вопрос. Ну смотрите, Лукойл от исторических хаев пока далек, в отличие от Сбера. На дневном таймфрейме у нас вот такая страшная штучка здесь нарисовалась, которая указывает на то, что может в случае пробоя 6100-6050 произойти коррекционный откат на 5700-5750, вот сюда, к этому диапазону. Так, ну вот у нас на часовике попытка разворота, но смотрите, вот этот разворот, который произошел в районе 6350, он здесь, судя по всему, завершился, и отсюда идет
консолидирующее движение с отскоком на 6400. Критерий того, что это движение не произойдет и не будет тестирования с пробитием 6400, это, соответственно, пробой 6150-6100 вот этого диапазона. Вот. Пока больше факторов свидетельствует о том, что он либо здесь будет консолидироваться, либо, возможно, попытается сходить, ну, по крайней мере, потестить вот это значение. Вот. Пока, если нефть сохраняет свои позиции, я думаю, движение на пробой 6150, оно не разовьется. И, соответственно, здесь ставка на то, что он будет расти минимум сюда, а может быть выше. Так, друзья, далее ВТБ, смотрите, у ВТБ сейчас важная задача закрепление на 3,8853, вот здесь вот. Вот если он сегодня закрепляется, то весьма вероятно, что уже на этой неделе мы увидим движение на 4 копейки, 4,1 и даже 4,2. Если не закрепляется, идет проторговка ниже этого диапазона, сегодня закрытие, то мы, вероятно, по нему вот в этом диапазоне, в этом прямоугольнике будем какое-то время торговаться. Ну и критерий того, что это движение не состоялось, это коррекционный откат и пробитие 3,75. Если такое происходит, то он идет либо длительное время отстаивается на 3,65, либо пойдет даже и ниже. Пока больше факторов указывает на рост ВТБ. И вот у нас уже ближайшая цель может быть 4,2 копейки. Так, друзья, далее магнит. По магниту масса вопросов. Ну смотрите, вот здесь у него есть волшебный уровень, это 4800. Вот если этот уровень не пробивается, то сейчас идет накопление, и цель движения ближайшая это 5500, и потом, соответственно, потестировать и пробить 5800, уйти, соответственно, на 6200 у него, по-моему, цель. Ну и переходя на 4-часовой таймфрейм, у него здесь цель движения ближайшая, это диапазон 5130-5200, вот сюда, вот в эту область. Критерий того, что это движение не состоится сегодня-завтра, это откат и пробой значения 4930. Если такое происходит, он пойдет тестировать вот это значение 4800, ну или как минимум 4870. Пока больше факторов указывает на движение вот сюда, в этом направлении. Так, друзья, далее вопрос был по ММК, магнитка. Но смотрите, консолидируется он на хаях, на достигнутых значениях. На самом деле, с учетом того, что надувается сырье и спрос на сталь растет, пока достаточно уверенно выглядит бумага. Критерий того, что она пойдет снижаться, это пробитие 51-50 вот этого диапазона. Если такого не происходит, она здесь какое-то время будет консолидироваться. Насколько может или не может пойти выше, все зависит от цен на сталь. От цен на сталь и от восстановления мировой экономики. Но на самом деле здесь, казалось бы, в таком нехитром заключении кроется очень много подводных камней, потому что существенный рост цен на сталь вызовет торможение роста экономики. Так, ну и вот дневной таймфрейм. По дневному таймфрейму мы сейчас пришли на существенный уровень, который 53.1. Локальный уровень, здесь он сформирован. Если не идет дальнейшее движение с пробоем 51.8, то у нас по факту накопления отсюда возникает новое движение, цель его 56. Ну и вот 4-часовик, если мы к нему переходим, у нас все здесь набор произошел. И если в ближайшее время будет удержание, не будет пробития 52.4, уровень на 4-часовике отличается от дневки, от недельки, то у нас вот отсюда развивается импульс, ну или задерг, цель его 56. Критерий того, что это движение не состоится, это пробой 52.4. Уровень немножко повыше, на дневках он находится немного ниже. Все зависит от того, на какой диапазон рассматривать движение по времени. Так, друзья, далее вопрос был по Мосбирже, по ее акциям, недельный таймфрейм. Смотрите, здесь очень интересная картинка. У нее есть уровень 163,5. Если этот уровень не пробивается, то вот эта страшная формация, которая здесь нарисовалась и указывает на то, что она должна полететь, ну хотя бы куда-то сюда, будет означать, что здесь акция удерживается, начинает активно торговаться, и вопрос, куда она пойдет дальше, будет определяться уже по ходу.
Если пробиваем 163,5, то здесь первая цель движения это 157, 156,5. Далее, если не удерживается на 152,5, то, соответственно, пойдет на 133, 127. Вот сюда, в этот диапазон. Ну и если брать 4-часовик, здесь сформировался импульс движения. Цель у этого импульса движения, первая, она скорее всего будет сегодня-завтра отработана 171. И если он здесь закрепляется, то следующий импульс движения будет находиться на 177,2. Критерий того, что это движение не произойдет, будет коррекционный откат с пробитием 164-163,5. Здесь уровень такой же, как на дневке. Так, друзья, далее Русгидро, дневной таймфрейм. Здесь вопрос в закреплении вот в этом диапазоне 82-83,5. Вот сейчас, если она этот диапазончик удерживает, если не происходит отката и пробития 80,5, то отсюда последует дальнейший рост с целью пробить вот этот вот локальный шип и уйти на 94-96. Так, но переходя на 4-часовик, он не очень оптимистичный, в отличие от дневки. Вот смотрите, здесь уже произошел разворот. Критерий того, что этот разворот приведет к значительному коррекционному откату, это пробитие 8,1, 8,5. Такой же уровень, как и на дневке, здесь ситуация совпадает. Вот. Поэтому, если это происходит, то цель движения развивается на сначала 79,5, вот сюда вот. Вот. Дальше, если здесь пробой, то идет более глубокое движение. Цель его будет 77,66 для начала. Вот. Пока, я думаю, все-таки высока вероятность того, что это движение не разовьется. И по факту выкупа пойдет дальнейший рост. Первая цель пробить локальный максимум, а дальше посмотрим. Так, друзья, далее вопрос был по HeadHunter. Это типа российский фанмаг, если это так можно презентовать. Ну, смотрите, вот дневной таймфрейм, здесь у нас по факту вот этого ужас-ужас, след за NASDAQ, сейчас формируется коррекционный отскок. Здесь для коррекционного отскока есть цель движения, она находится на 2640, вот сюда вот. Этого не происходит, если возникает продолжение коррекционного отката и пробой 2240. Если такое движение формируется, он начинает пикировать на 2050-2000. Если здесь удерживается, то высока вероятность того, что этот отскок произойдет. Но если здесь переходить на часовик, хотя на таких вещах, мне кажется, лучше на часовик не переходить, вот, то здесь у нас вполне обозначенная цель движения ближайшее, это 2450, вот там меточка стоит. Вот, это движение вполне возможно разовьется сегодня либо завтра. Критерий того, что оно не произойдет, пробитие 2240. Так, друзья, далее Яндекс, он пробил 4900 и начал пикировать. Вот, он немножко не дошел, вот у него здесь цель. Вот сюда вот он должен дойти, и дальше, соответственно, он уже, по идее, должен определяться, либо идти ниже, либо отскакивать. Немножко не дошел, это недельный таймфрейм. Сейчас давайте посмотрим более короткие таймфреймы. Так, ну вот дневной таймфрейм, здесь все. Падение, оно отыграно и идет коррекционный отскок. Цель этого коррекционного отскока это движение в идеале на 5200, вот сюда вот. Ну, соответственно, для этого он должен преодолеть, закрепиться на 4900. Вот. На самом деле, вот этот пробой, который был, он с одной стороны, конечно, страшный, он должен был бумагу опрокинуть. Но вчера были такие сделки, которые указали на то, что сейчас ему дали еще время и шанс отскочить. Так, ну и здесь, переходя на 4-часовой таймфрейм, у нас все разворот, все подтверждено. И движение наверх. Первая цель движения это 5100, вот сюда вот. Соответственно, критерий более короткого диапазона, когда это движение не произойдет, это коррекционный откат и пробитие 4550. Друзья, ну все, вот основные бумаги. Спасибо за внимание. Америку, наверное, тогда чуть попозже.